Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Продолжая наш разговор, связанный с сексом и сексуальностью, хочется сегодня обратиться к бытовому стереотипу о том, что отношения ради секса, то есть те, в которых нет цели создания пары, семьи или заключения брака, не являются так называемыми серьезными. Само по себе противопоставление и разделение отношений по критерию серьезности выглядит и является, по крайней мере, детским, а то и попросту абсурдным. Но мы не будем бросаться саркастичными фразами, а разберемся подробнее. Итак, серьезность отношений. Разумеется, это не психологическая категория и не профессиональная терминология, но, тем не менее, это критерий, основываясь на котором многие люди формируют и проявляют свое отношение к сексу и сексуальности. Критерий этот представляет из себя некую идеологию лозунгов, которая является отражением непонимания сути человеческих отношений, признаком искажения контакта человека с телом и непонимания секса как процесса и явления. Отмечу пару важных моментов. Во-первых, если есть некие серьезные отношения, то, очевидно, должны быть и несерьезные, ведь так и работает принцип разделения. Предположительно, эти несерьезные отношения – это те, в которых люди легко используют секс как язык или контекст общения. Только вот остается неясным, в серьезных отношениях секса то ли вообще нет, то ли существует какой-то серьезный секс, неизвестный всем остальным. Во-вторых, важным моментом здесь является, как я и сказал выше, непонимание, а точнее недооценка секса как процесса и явления. Секс как процесс напрямую связан с рисками и ответственностью. Секс в буквальном смысле отвечает за вопросы жизни и смерти. Речь как о возможных ЗППП, которые могут быть смертельными, так и о беременности, потенциально ведущей к рождению детей. Не говоря уж о том, что изнасилование и сексуальные домогательства – одни из самых распространенных насильственных преступлений и источников психологических проблематик. Так что на самом деле, если смотреть на вопрос не через разделение на отношения ради брака и отношения ради секса, а через призму реального положения дел, то секс – это максимально серьезная форма отношений, накладывающая огромную ответственность. Третьим важным моментом, который хотелось отметить, это стереотипное приписывание стремлений несерьезных отношений, то есть отношений, где секс является контекстом исключительно мужчинам, тогда как предполагается, что женщины, очевидно, хотят исключительно выйти замуж, причем чуть ли не в момент знакомства. Плюс, если был секс, но отношения не привели к браку, то они являются по умолчанию жертвами абьюза со стороны мужчин. И это очередное заблуждение, которое основано на непонимании секса как явления. Женщинам секс нужен в равной степени с мужчинами. Это факт, диктуемый физиологией. Социальный запрет на право женщин хотеть секса и заниматься им – это без преувеличения цивилизационной проблемы, и мы еще об этом обязательно поговорим. А в данной теме важно понять, что далеко не все женщины и не всегда хотят замуж или создать пару. Плюс, когда речь об обоюдном согласии, женщины не могут по умолчанию являться жертвами какого-то обмана. К слову, не будем забывать, что существуют и не гетеросексуальные отношения, и вот по логике, что так называемый секс без обязательств хотят только мужчины, получается, что у геев не должно быть моногамных отношений, а все лесбиянки должны состоять в парах, что, разумеется, не соответствует реальности. И четвертый момент, на котором остановлюсь. Секс – это самоценная категория, как мы уже обсуждаем, это телесная практика, направленная на познание и самопознание. Поэтому секс в здоровом понимании не может и не должен выступать как условие для торга. Проституция – это отдельный вопрос, и мы его тоже обсудим. Сейчас речь про обычное общение между людьми.
Секс сам по себе процесс обмена между людьми. В нем изначально есть выгоды и риски, права и обязанности всех сторон и участников. Попытки внесения в сексуальные отношения дополнительных внешних условий и требований создают искажение сексуальной сферы и приводят к проявлению психологических проблематик. В качестве вывода отмечу, что бессмысленно отрицать секс, стигматизируя его как нечто несерьезное. Это неправда. Секс более чем серьезная категория жизни. Более того, так называемые серьезные отношения невозможны без секса. Создание семьи – это некий итоговый, хотя скорее промежуточный этап в отношениях, до которого паре еще надо добраться. Но отсекая секс как нечто несерьезное, вероятность добраться туда крайне мала. Все-таки секс в паре – природная движущая сила и, к слову, лежит в основе романтики. Вот ведь если романтика нужна не для того, чтобы привести людей к сексу, то для чего? Для чего нужны ужины при свечах или прогулки под луной? Романтика – это форма поведения, и она имеет свою функцию, которая состоит в обеспечении сближения людей, выступая социальной смазкой для того, чтобы люди добрались до постели. Какие отношения и для чего выбирать – личное право каждого человека. Просто имеет смысл понимать, что секс – это равноценно серьезный формат отношений и взаимодействия, как и любой другой. А на сегодня будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, связанная с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь, я знаю как и умею работать с данной темой. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!